Мы очень любим мертвых гениев. Мертвые, они очень удобные, они молчат, они не совершают никаких ошибок. Их можно отлить в бронзе, поставить на площади, ими можно гордиться по телевизору, называя их нашим великим культурным кодом. Но давайте будем честными, потому что если бы эти люди жили бы сегодня, если бы они прошли по улицам наших городов, если бы они зашли в соцсети или, допустим, дали бы интервью, то сегодня мы давайте сыграем с вами в игру, которая многим может быть неприятна. Я беру иконы русской музыки и балета, допустим, чьи имена носят конкурсы, консерватории, музыкальные училища, и примеряю на них современные реалии, современные законы, общественную мораль. Спойлер, все они почти сегодня получили бы клеймо иноагент, предатель, экстремист, сели бы в тюрьму. Это видео будет о людях, которым в современной системе места бы не нашлось. Начнем с нашего всего, хотя я уже тоже давно пересмотрела для себя этот факт, и причин достаточно. Петр Ильич Чайковский – лицо русской музыки. Но если бы Петр Ильич жил бы сегодня, то он бы не смог даже переступить порог музыкальной школы, чтобы дать детям, допустим, мастер-класс. Знаете почему? Потому что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Найдутся сейчас обязательно те, кто скажет, ну он же, мол, не пропагандировал ничего, это же было личное. Серьезно? Ну, давайте, допустим, вы просто откроете его письма. Те самые, которые советские цензоры десятилетиями кромсали ножницами, замазывали тушью. Чайковский жил в эпоху, когда существовала так называемая бугорская субкультура. Он влюблялся, он страдал, он писал своему брату Модесту о своих увлечениях мужчинами. Ярко писал, страстно, совершенно недвусмысленно. Представьте сегодня народного артиста, так, окей, это устаревшее, да, замшелое такое звание из бабушкиного сундука, ну, допустим, да, народного артиста, который пишет в соцсетях о своей любви к мужчинам, чтобы началось крики отменить, лишить его званий, запретить все его концерты, общественники вот эти вот все скрипоносные, завалили бы прокуратуру жалобами, требуя проверить его музыку на деструктивные ценности. В итоге он бы снова оказался перед тем самым выбором, что и в 1893 году, по-моему. Либо публичный позор, либо стакан с ядом. Люди обожают музыку Чайковского, но люди бы возненавидели бы живого Чайковского, потому что он просто неудобный. Он не вписывается в ту картину, которую рисуют с плакатов вот эти вот все лицемеры. Люди любят его музыку, но посадили бы его за то, кем он был. Идем дальше. Рудольф Нуреев, бог танца, человек, который заставил весь мир полюбить русский балет заново. Кем он был бы сегодня? Однозначно был бы предателем Родины. В 1961 году он совершил свой тот знаменитый скачок к свободе, да, в аэропорту Парижа. Он просто отказался возвращаться в СССР, где его душили, где ему диктовали, что танцевать, с кем ему спать. В Советском Союзе его заочно тогда приговорили к 7 годам с конфискацией имущества. Сегодня мы слышим те же самые призывы. Уехал? Все, ты предатель. Отобрать квартиру, лишить его гражданства, вырезать из всех фильмов. Нуреев был невероятно богат. Он скупал острова, он жил нагло, открыто, эпатажно. Он умер от СПИДа.
Для современного русского телевизора, который так влияет на подавляющее большинство, он был бы сегодня идеальной мишенью. Развратный гей, беглец, агент Запада. Про него снимали бы сейчас документалки, рассказывая, как он продал родину за западные блага и так далее. Но именно этот предатель сделал для мирового признания русской культуры тогда больше, чем все вот эти чиновники, все вот эти пропагандисты вместе взятые. Вы, возможно, аплодируете Нурееву, но сегодня бы вы его заклевали за недостаточный патриотизм. Идем дальше. Сергей Васильевич Рахманинов, великий русский композитор, самый русский композитор. Его музыка – это колокольный звон, это бескрайние поля, это русская тоска. Знаете, как его называли в советских газетах 30-х годов? Матерый враг советской власти. Белоэмигрант-фашист. Сегодня он был бы гарантированно иностранным агентом, получил бы вот эту плашку. В 1931 году Рахманинов подписал коллективное письмо в Нью-Йорк Таймс, где жестко критиковал советскую власть, террор, и реакция была, конечно, мгновенная. Его музыку запретили исполнять по всей стране, тотальная отмена, бойкот. Рахманинов жил в США, зарабатывал огромные деньги, ездил на роскошных авто. Он любил Россию, но он не принимал ее режим. Сегодня эту грань старательно стирают. Если ты критикуешь власть, значит, ты работаешь на врага, ты иноагент. Но Рахманинов был тем самым релокантом, а по сути гастарбайтером в чужой стране, понимаете, которому бы закрыли въезд в свою собственную, требовали бы лишить его авторских прав. Настоящий враждебный элемент. Идем дальше. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Элита. У них было все, у них были премии, дачи, мировая слава, дома. Они могли просто молчать и жить как короли. И когда началась травля Солженицына, они пустили его к себе на дачу. Сегодня это бы называлось дискредитация власти, наверное, пособничество экстремистам. Итог мы знаем, их лишили гражданства, вышвырнули их из страны. И вот представьте сегодня народного артиста, который встает на защиту политзаключенного. Что с ним будет? Его имя исчезнет с афиш через час. Ростропович был бы сегодня, наверное, пятой колонной какой-нибудь, а Сергей Дягилев, создатель русских сезонов, человек, который сделал русскую культуру брендом номер 1 в мире. Он был открытым геем, он жил со своими танцовщиками и создавал деструктивную, наверное, с точки зрения нынешних охранителей, эстетику. Сегодня его русские сезоны закрыл бы тот самый Роскомнадзор. А самого Дягилева обвинили бы, наверное, в организации какого-нибудь экстремистского сообщества. А Майя Плисецкая. Женщина-эпоха, чей танец называли вызовом. Сегодня она была бы первой, наверное, в списках неблагонадежных вместе с Аллой Пугачевой. Плисецкая всю жизнь была в конфликте с системой. КГБ годами не выпускал ее на гастроли, считая ее шпионкой и так далее. Она не боялась говорить правду о советском болоте и о том, как душили искусство. Представьте ее сегодня, Плисецкая, которая терпеть не могла фальшь, терпеть не могла серость, которая всегда была на пике мировой моды, на пике мировой мысли. Она бы не молчала, глядя на то, как балет снова пытаются превратить в агитбригаду, точнее, его уже превратили. Сегодняшние инфузории в комментариях затравили бы ее за то, что она большую часть жизни провела в Мюнхене, за то, что она имела литовское гражданство. Вы называете ее нашей гордостью российской, но при жизни она была бы для власти строптивой костью в горле, которую так и не смогли сломать. Но депортация культуры происходит и прямо сейчас, на наших глазах. И, допустим, возьмите того же Евгения Кисина, один из величайших пианистов современности, вундеркинд, которым Россия гордилась десятилетиями.
человек, который несет русскую школу по всему миру, и что сегодня за это он получил от своих соотечественников. Кисин открыто выступил против войны, он не просто уехал, он стал голосом протеста в мире классической музыки. Для нынешней пропаганды он предатель, он выкрест, человек, чей интеллект и талант не позволяют ему играть вот в эти патриотические игры. Как и Рахманинов когда-то, Кисин сегодня изгой для официальной России. Вы гордитесь его записями, но за его слова сегодня ему там светит какое-то, по-моему, реальное уголовное преследование, что-то такое. Его все ненавидят просто в России. Это и есть зомби-ренессанс. Когда величайший музыкант эпохи становится врагом народа просто потому, что у него есть совесть. Давайте, хорошо, не только о музыкантах, допустим, вспомните того же Эльдара Рязанова, и сейчас зумеры здесь вышли из чата. Человека, который, казалось, понимал русскую душу как никто другой. Его фильмы мы смотрели каждый Новый год. Но вы слышали, что он говорил последние годы жизни? Рязанов же был в ужасе. Он прямо говорил: я живу в другой стране, я не узнаю своих сограждан. Он называл Россию страной, где торжествует серость и агрессивное невежество. Он видел, как наступает та самая эра инфузорий, и это его убивало. И посмотрите, что происходит сейчас. Уехала не просто группа артистов, да, уехал сам смысл современной русской культуры. Андрей Макаревич, на песнях которого выросли поколения, теперь он иноагент. Земфира, которая стала голосом свободы для миллениалов, да, в свое время, тоже она агент. Алла Пугачева, женщина, которая десятилетиями была лицом страны. Теперь она холопка, рабыня в глазах тех, кто вчера только целовал ей руки. Но самое страшное — это исход науки, потому что вместе с музыкантами уезжают лучшие физики, программисты, там, биологи. Люди, которые могли построить будущее, они бегут от законов, которые превращают страну в закрытую зону. Мозг нации, понимаете, потеряли. Вы называете их предателями, но на самом деле это вы же предали их. Вы предали Чайковского, Рахманинова, Плисецкую, Пугачеву, потому что вам удобнее любить вот эти мертвые памятники, чем живых людей с их правом на свободу, которую вы им не давали. Если Нуреев — это эмоциональный, это стихийный выбор, то Барышников — это холодный, интеллектуальный, принципиальный выбор. Почему его отменили бы? Он не просто уехал, он полностью вычеркнул официальную Россию из своей жизни. Он отказался возвращаться. Даже после распада СССР, когда его звали с почестями. Сегодня его называют тоже русофобом за то, что он активно помогает украинским беженцам и открыто говорит, что русский мир просто превратился в тюрьму. Для современного телевидения он там тоже самый опасный предатель, потому что его успех на Западе, он абсолютен, и он в России вообще никак не нуждается. Андрей Сахаров, Владимир Набоков, Иосиф Бродский, то же самое, все то же самое. Я долго анализировала все наше общее культурное наследие, и знаете, к какому горькому выводу я пришла? Я больше не могу воспринимать наше все как идеал музыки. Все умерло. Потому что настоящий идеал рождается только на свободе. А почти все те, кем мы привыкли гордиться, от Чайковского до Шостаковича, они все были заложниками. Они были заложниками системы, страха, цензуры, своих собственных квартир, из которых их могли забрать в любой момент, в любую ночь. Шостакович, который ждал этого лифта с чемоданом, разве это свободный творец? Прокофьев, который вернулся в СССР и умер в один день со Сталином, бедняга. Так и не дождавшись цветов на свои похороны, разве это вообще музыка воли? Это музыка людей, которые торговали с дьяволом за свою свободу.
за право работать. Для меня теперь настоящий идеал – это искусство, созданное там, где не нужно оглядываться на товарища майора, где не нужно зашифровывать протест в финалах симфоний, надеясь, что цензор там не поймет. Поэтому сегодня и происходит вот этот вот великий исход. Уезжают не предатели, уезжают те, кто не хочет просто быть заложниками. Они поняли, что многие из нас боятся признать, в тюрьме можно создавать шедевр, но этот шедевр всегда будет пахнуть тюрьмой. А жизнь слишком коротка, чтобы дышать этим затхлым запахом. Я уже не надеюсь на лучшее, я вижу, как реальность схлопывается в точку, но я выбираю помнить. Помнить не бронзовых идолов, а живых людей, которые мучились, страдали под этим гнетом. История все рассудит, наверное, но пока она судит, я выбираю свободу. Даже если за нее приходится платить одиночеством, отменой. Они все были неудобными. Искусство не растет там, где все стерильно, где все по линеечке. Культура – это не про памятники, культура – это про свободу быть неудобными. Все. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свою реакцию, что вы думаете на этот счет, как вам вообще откликается и так далее и тому подобное. Оставляйте, пожалуйста, вашу реакцию. Это очень важно для алгоритмов YouTube. YouTube любит, когда вы ставите лайки, когда вы ставите дизлайки, когда вы комментируете что-то, когда вы пишете, кто я такая. YouTube это все очень любит. Поэтому не сдерживайте себя. Всем пока.